See you later. Yeah, thank you. Anytime. Они еще ходят, интервью берут вот такие, как 10 лет назад брали интервью. Подходят с большой камерой, с вот такой вот. Хотя маленькая камера пишет лучше и быстрее скачивается, и все. Ну, может, там какие-то у них свои дела. Мы выезжаем на старт спецучастка сегодня. А какие-то ребята, они только приехали со вчерашнего спецучастка. Видимо, где-то в песках засели, может, сломались, может, потерялись. То есть они сейчас разворачиваются, заправляются и снова уезжают на новый день. Получается, они уже какие вторые сутки не спят. Все, они в дороге, еще возились машиной, доехали. И если их приняли, сейчас им дадут старт. Поставят большой штраф за невзятие контрольного времени. Будет трудно, конечно. В таком режиме, кто начинает работать, они, как правило, уже работают на слив. Мне сообщили перед стартом, что один из наших квадроциклистов, антимиров Макс, на 19-м километре совершил аварию, попал в промоину. Мы уже разобрали это место, и я вижу, где он находится. Serge, can you show me picture from special stage 18 kilometer, please? What's there? Here there's a VPC, so it means you have no arrow. So in this area we have 300 meters of space, but you see there's a step down and a danger 3 times. So but there is no indicated place, so it's in the circle of 300 meters, so you don't have the perfect place where this can be. Опасность 3 это максимальная опасность. Это какая-то промоина, либо ступенька, куда можно влететь. Вот, видимо, Макс туда и влетел. Но он точно стоит в этом месте, и мы знаем. Единственное, будет для него очень плохо, это целый вызов сегодня. Он проедет уже отремонтировавшись после того, как проедет весь пелотон грузовиков. Дорога будет сильно разбита, и обгонять грузовики он вряд ли сможет. Они будут сильно пылить, и глубокие колеи, как бы он не совершил снова какую-то ошибку. Но посмотрим, время покажет. Залазь кто-нибудь сюда, механики! Механики! Залазь кто-нибудь, у нас 2 минуты, ребят! Все, ребят, с Богом! Это твоя жена и твой ребенок. Привет! New look? Yes. Мартин, что случилось вчера? Электроника. Будь full gas, ехала машина на полный плин, а не был вобед. Takže потом еще я припекал. А как ты потом приехал? Ну, проверили. Але много часов. Да, конечно, простоял ты там. Ну давай, сегодня интересный день будет для Татры. So guys, good opportunity today, huh? Yes. Let's show it. Yeah. There will be no 5, 4, 3. Yep. There's now full attack. There's straight. Sorry. Yeah, perfect work. Yes. Wind. Make the pressure up little bit. Yeah, he's going to do.
right there, mess, I don't know, some problems I think. 400 meter, step up 2 points, turn left, 3-point danger. Okay. Where you break the front? Yeah. Yes. And one more. 200 meter. 100 meter, step up left, danger. And here go left, step up. And then 100 meter, the danger, 3-point. 100 meter, 3-point danger. Watch out, where is the people? Slow down here, slow down. Yes. Вот такая, Васян, дорога сегодня. Конкретная колбаса. Мы едем по макушкам, по самым верхушкам каменистых гор. Страшно. Камни. Такие каньоны. Валуны попадаются конкретные. И постоянно газ, тормоз. Рулежка. Это очень такой технический участок. Ну, работаем нормально. Идем. You okay? Yes. Ёп твою мать. Oh. Serge, we can move. Eh? We can move from here. Yeah, no problem. Yeah, just prepare the truck. I prepared the line. No need line. We will move by itself. Eh? What's pressure now in the tire?
день сегодня, что вспоминать не хочется. Конечно, мы сегодня натерпелись. Это был такой жесткий, такой надолго запоминающийся этап. Но такие дюны, как здесь сегодня были, я давно не видел. В таких местах, как сегодня, там на грузовиках проехать, пропилить, это немногие могут. Мы пытались там заехать на гору, зацепить точку, пытались и допытались. Когда вниз уходили, скорость у машины приличная, а там эти прям на склоне карманы постоянные. И вот надо между ними как-то еще славировать, чтобы не упасть ни в одну, ни в другую сторону. Пошла скорость, тормознуть невозможно, и мы в один карман с него вылетаем, в другой, в третий, летим. Я думал, что уже все. Такой удар был, прям носом в дюну, в лоб. У всех же весь этот механизм, за который он держится, он, видать, он держался руками за него, вот так вот. Он же едет, держится, и от удара он сломал ее вперед всю. Она вся улетела туда. Я сегодня почувствовал, как работает Ханс, потому что от такого удара голова реально задержалась на ремнях и прям не дала улететь вперед. Ханс работает шикарно. Без него, конечно, было бы сегодня нехорошо. Ну вот такая вот у нас машина боевая. Очень крепкий автомобиль. Сегодня он выдержал такие нагрузки. Двигатель был вообще на взрыв, работал на пределе. Здесь какие-то трубы стояли, их повыламывало, которые держат эту руку. Все было замято вперед, это мы еще вытащили сколько могли. Но автомобиль так сделан, что даже от лобового удара туда не доходит до него. До радиатора железо не сомнется. От удара сломался, развалился гидроусилитель. И вот эту часть, вторую с дюны, мы ехали без гидроусилителя. Когда мы выехали с этой связки дюн, мы ехали уже на следующую. Там такая же, блин, страшная колбасень. Впереди меня ехал Лапрайс. И я видел, как он нырнул в дюну, под дюну. А потом уже увидел, что колеса смотрят вверх. Мало ли что, скорее подъехал к нему посмотреть, все ли в порядке. Подъехали, они лежали в таком нехорошем месте. И на боку, где его не перевернуть, опять не поставить на колеса. Но я ему ничем не смог помочь. Главное, что он был жив-здоров, весь его экипаж. Там не было возможности мне помочь, и тем более без гидроусилителя я никак не. Мне нужно было скорее валить оттуда. Я извинился и поехал. Но не напрасны были наши старания по подвозу запасных частей. Он все-таки скрутил их на квад, самостоятельно отремонтировался, продолжил гонку. Потерял много времени, но приехал самостоятельно, без всякого сервиса в бивак. Немножечко поломался квадрик и немножечко пнул меня по ноге. Вот у меня теперь ножка синяя. Йоу. Сейчас будем применять народные средства, примочки делать, чтобы все прошло. Давай, молодец, что самостоятельно справился. Нас, конечно, поднял по тревоге, мы тоже подпрыгивали, но рано начались поломки. Давайте, ребят, держать темп и без поломок. Сегодняшний день был полон сюрпризов и приключений, и гонка только начинается. Завтра 5-й этап, и никому не до шуток. Посмотрим, что будет завтра. А пока мы продолжаем. Я рад, что ребята все в лагере. И завтра 5-й этап. Он будет, говорят, что еще сложнее, чем сегодняшний. Но посмотрим, что нас ждет. Мы готовы бороться и готовы показывать, что мы что-то можем. До завтра.